Друзья, всем привет! В этом видео мы с вами поговорим на очень важную, я так думаю, и очень интересную тему. Вот если война в Украине в ближайшее время завершится, или окончательно, или каким-то временным перемирием, захотят ли украинские беженцы, которые находятся в странах Европейского Союза, вообще люди, граждане Украины, которые находятся за границей, вернуться обратно на родину? Это касается тех, кто находится в странах Европейского Союза, в том числе в Германии, в США, в Канаде и в других странах. И что для этого нужно сделать украинской власти, чтобы граждане, которые находятся за границей, добровольно, вот я еще раз подчеркиваю это слово, добровольно захотели и изъявили желание после окончания войны вернуться в Украину. Вот как раз в этом видео мы поговорим на эту тему. Друзья, перед тем, как перейти к основной теме, хочу поблагодарить тех из вас, кто оформил подписку спонсорства на моем канале. Вам огромное спасибо. Кто этого не сделал, у того есть прекрасная возможность это сделать. Ссылочку я на спонсорство, на подписку оставляю в описании к каждому своему ролику. Кто не хочет, скажем так, материально поддержать развитие канала, вы можете просто подписаться на канал и поставить лайк. Я тоже буду вам за это признателен. Итак, сейчас мы с вами знаем, что украинское государство испытывает огромнейшие проблемы с оттоком населения. На прошлой неделе было где-то опубликовано, я поэтому видео не снимал по этой теме, что там вроде бы как за один день по статистике украинской пограничной службы было зафиксировано, более 150 тысяч граждан Украины за один день покинули территорию Украины, перешли через границу. Официально. За один день более 150 тысяч. Представляете? То есть сейчас идет огромный отток населения. Плюс мы знаем, пошли уже слухи о том, что вроде бы как внесен законопроект в Верховный Совет Украины, Верховную Раду, о том, чтобы снизить мобилизационный возраст до 18 лет. С 18 лет будут призывать, да. И сейчас начинают массово тоже выезжать тысячами 17-летние, 16-летние подростки из Украины. Тоже за границу. Тоже это все знаем. Это все сигналы, это все, скажем так, основания для этой проблемы. Это все усугубляет этот демографический кризис. И в Украине это все прекрасно понимают. И с целью возвращения украинцев из-за границы даже переименовали старое министерство, оно называлось реинтеграции. Сейчас оно называется уже переименованное Министерство национального единства. То есть специально создали это новое министерство, назначили туда министра, и это новое министерство будет теперь заниматься, конкретно его задача, это придумывать всякие планы, мероприятия, чтобы вернуть украинцев на родину. Об этом тоже говорил президент Зеленский, но он там тоже подчеркивал, это еще в сентябре он конференцию давал. Он сказал, что речь идет только о добровольном возвращении, никто принудительно возвращать не будет. План какой этого министерства? Уже тоже он озвучен. В Германии и в Польше будут созданы представительства, как Зеленский сказал, это будут созданы департаменты этого министерства, которые будут проводить работу среди украинских беженцев, которые находятся в этих странах, будут предлагать работу и трудоустройство украинцев из Германии в Украине, то есть рабочие места будут им подыскивать именно в Украине. Также будут заниматься документами, связанными с мобилизацией, и резерв плюс будут, военно-учетные документы и так далее. То есть все это будет там сосредоточено в этих двух представительствах этого министерства. В Германии и в Польше. Пока они еще не открыты, но уже речь об этом активно идет, и это все уже обсуждается. Это официальная версия, которая официально озвучена представителями украинской власти публично. Но есть и другая версия, которая не совсем официальна, и эта версия, она озвучена испанскими журналистами. El País. Киев просит Европейский Союз урезать выплаты украинским беженцам. Об этом пишут немецкие средства массовой информации, ссылаясь на El País. Власти Украины призывают государства Европейского Союза сократить помощь украинским беженцам и добиваются того, чтобы украинские мужчины призывного возраста не имели доступа к консульским услугам за рубежом. Все эти меры призваны стимулировать возвращение граждан Украины в их страну. То есть, грубо говоря, это возвращение, создание
такой ситуации, чтобы люди вынуждены были вернуться. То есть это идет речь о кнуте. То есть мы понимаем с вами, что государства Европейского Союза помогают гражданам Украины, которые бежали от войны, а Украина наоборот просит правительства европейских стран, чтобы они не помогали своим же украинским гражданам. Украинские Министерство иностранных дел, когда была эта опубликована статья в Эль Паис, они сразу сказали, что это ложь, что это неправда, мол, там и так далее. Но проблема с оттоком населения в Украине реально существует, и к анализу этой проблемы, и к решению этой проблемы уже даже власть подключила украинских демографов. В частности, старший научный сотрудник Украинского института демографии и социальных исследований Александр Поздняк озвучил свое мнение украинским журналистам. Вот что он сказал. Около половины людей могут вернуться, но все остальные, вероятно, останутся за границей. Если же будут обещаны большие инвестиции, внимание, обещаны, да, и перспективы для развития страны, то количество желающих вернуться вырастет, отмечает демограф. По словам этого эксперта, мировой опыт показывает, что больше всего возвращается беженцев после окончания войны на родину в течение 1 года. Это было видно по войне, которая была в 90-х годах в Югославии. То есть, когда она завершилась, эта война, то в течение года больше всего вернулось беженцев на родину. Но очень большая часть осталась за границей дальше проживать. Потому что уже они нашли свой новый дом, и уже не было смысла возвращаться в другую страну. То есть, понятно, была Югославия, и она была разделена на 6 частей, на 6 государств. Понятно, что это уже той страны, из которой они убегали, да, когда была война, уже они не захотели возвращаться. То же самое касается и Украины. Я так думаю. То есть можно провести аналогию. Люди уезжали из одной страны, прошло там 3 года, война завершится, дай бог, вот в этом году, в 2025, и это уже другая Украина. Это все равно, что ехать не на родину, а в другую страну. Многие так тоже считают. Кроме этого, украинский эксперт рассказал, что находящимся за рубежом украинцам нужны четкие сигналы от государства о готовности к изменениям, привлечении инвестиций и создании рабочих мест. Это станет мотивацией для колеблющихся, выбирая между возвращением и жизнью за границей. Результат, важное, будет зависеть от того, сможет ли Украина стать для своих граждан той страной, где они хотят жить и строить будущее. То есть этот эксперт четко сказал, то есть он реально признает, да, и говорит, что в настоящее время Украина это не та страна, в которой украинцы хотят жить и строить свое будущее. Сейчас где-то примерно выехало, по статистике, примерно 10 миллионов человек. Украинских граждан, которые уехали из-за войны. То есть половина в лучшем случае вернется, это 5 миллионов. Да, но теперь, чтобы они вернулись, нужно доверие, чтобы люди доверяли украинской власти и украинскому государству. Неизвестно, кто там будет ли там Зеленский или не будет. Сейчас он уже там, американцы пишут в своих СМИ о том, что грядет там аудит, да, там, что Украина проворовалась, там власть проворовалась и так далее. Будут вроде бы там Зеленского менять, выборы, не знаю, будет или не будет. Тут вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что кто бы там ни был у власти в Украине, будут ли украинские беженцы, которые находятся за границей, доверять тем чиновникам, которые находятся или будут находиться в Украине, чтобы вернуться. То есть те будут обещать, вы едьте, мы вам тут сейчас создадим условия, будете там по 1000 евро зарабатывать и так далее. Поверят ли в это люди или нет? Вот вопрос в чем. Например, друзья, к вам вопрос. Если вы будете доверять украинской власти, кто бы там ни был сейчас в власти, да, если вам предложат реально из Германии уехать в Украину, предложат зарплаты, наобещают золотые горы, да, у вас есть реальная перспектива остаться в Германии, жить, да, и вам пообещают, такую же, например, перспективу только в Украине, на родине. Вы поедете или нет? Честно, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос в комментариях. Кроме этого, еще у меня к вам один вопрос. А что должна сделать украинская власть, по вашему мнению, чтобы побудить украинцев, которые находятся за границей, добровольно, чтобы люди добровольно, не под принуждением, да,
вернулись на родину в Украину после войны? Тоже, пожалуйста, ответьте на этот вопрос в комментариях.